Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Работа» с Федором Бирюковым. И в гостях у нас вновь деятель современной российской культуры Анжела Аганина. Привет. Она пришла и подарила нам жизнь. Буквально. Смотрите. Эта картина называется «Жизнь». Расскажи о ней немного. Давай я буду держать вот так. Жизнь. Как любое современное искусство, естественно, тут важна концепция. Так. И мы любим концепции. Да, я сейчас расскажу вот про кусочек вот этого вот наличника. Это остаток от наличника из дома Тверской области, которому более сотни лет. Его разбирали мои знакомые, и такие вот, скажем так, архивы памяти мне всегда хочется сохранять и передавать их дальше. Если посмотреть на саму картину, холст, он неоднородный, собственно, как и жизнь. Жизнь не бывает гладкой, не бывает без впадин, каких-то огрехов, поэтому сам холст, он тоже такой очень своеобразный. И буквы, вышитые текстилем, это тоже такое немножечко отсылка к правильному использованию экологических материалов. Да? Вот это вторично, это на самом деле простынка моего сына. И это тоже часть памяти, которую я стараюсь сохранять и передавать, передавала через такие работы, потому что я завязала с визуальным искусством. Так, сейчас мы как раз про завязку с визуальным искусством поговорим. Спасибо за жизнь, Анжела. И смотри, действительно, эти самые нитки, да, это нити судьбы практически. Ты как... Да, античная неяда. Ты знаешь, именно жизнь. Я тебе еще могу сказать, почему именно жизнь я оставила, потому что я раздавала работы, да, и именно жизнь я оставила для Авроры, потому что для меня радио Аврора – это то, что дает жизнь будущему поколению. Прекрасно. И поэтому именно эта работа. Для этого мы и работаем. Да. Работаем работу нашу за жизнь, да, ради жизни, ради торжества жизни и победы над смертью, в конце концов. Именно. Прекрасно. Ну а теперь, собственно, конец визуализации. Почему? Как это было? Я знаю, это было целое событие, которое ты организовала в районе Лефортово, да? Да. И, в общем, какие итоги по итогу получились? Ну, смотри, это было очень интересно для меня. Интересный опыт, потому что я вообще не знала, кто придет. Я просто анонсировала в своих социальных сетях о том, что я завязываю с этой социальной ролью как художника, именно как визуального художника. Опять повторюсь, я не завязываю с культурой в целом, но завязываю быть художником, да? Потому что на сегодняшний день современное искусство терпит огромные метаморфозы, и, мне кажется, вообще бесполезно им заниматься. Тоже сейчас об этом поговорим. Пришло очень много людей, и 99% это реально люди, которые захотели забрать мою работу и были на меня как-то подписаны, следили за моим творчеством. Для меня это было удивлением. Я даже не знала, что настолько быстро разойдутся все работы. 22 картины было роздано за час. Просто за час прибежали люди, разобрали все. И я называю, это была такая культурно-патриотическая диверсия, потому что каждая работа была со смыслом, и чтобы они не хранились там где-то у меня в закромах, я решила сделать так, чтобы эти работы радовали людей, подрастающее поколение в новых домах, и как-то заставляли людей задуматься, потому что каждая работа несла свой какой-то сакральный смысл. Я вообще не люблю искусство просто так, потому что красиво, я считаю, это не искусством, а декорацией. В любом жесте должен быть смысл. И как раз именно поэтому я хочу сказать, что современное искусство, оно умерло, потому что есть два критерия, например, по каким мы можем оценить вообще современное искусство. Это искусствоведческий критерий и культурологический. И если мы рассмотрим с точки зрения искусствоведения, то художественное качество искусства современного, его сейчас нету вообще. То есть у нас еще в России как-то осталась, да, там институция живописи такой академической, то если посмотреть на страны Европы и так далее, то там уже практически этого нету.
у нас хотя бы как-то сохраняются традиции. Ну и культурологический второй фактор, на который вообще можно посмотреть и понять, что современное искусство ему не отвечает, это социальная значимость искусства. Вот что искусство для социума? Современное искусство, ну, наверное, ничего. Как бы вот мы как-то потеряли вообще суть вот этого искусства. Вот под термином «современное искусство» обычно понимается, ну я вот обывательскую трактовку представлю, что-то такое странное, может быть, что-то с претензией на авангард, концептуализм и действительно бесполезное в обычной жизни, потому что некоторые зачастую работы даже нельзя поставить в гостиной, они вот галерейные. По сути дела, это определенная одноразовая продукция, которая призвана либо прорекламировать персону, либо просто фирму, либо, значит, быть проданным. То есть это все про деньги, про капитал, который постоянно воспроизводится. Опция капитализма. Но в отличие от такого современного искусства есть же там масса художников, которые просто продолжают рисовать в традициях и классической живописи, там, и авангарда, который уже стал тоже классикой, или снимать кино в соответствии с традиционными канонами, или даже снимать нечто такое прорывное, что все равно интересно. Вот как отделить то, что уже умерло, от того, что еще только призвано прорасти сквозь асфальт современного капитализма? Вот ты прямо отметил такую штуку, которую я еще не сказала, да, что современное искусство, да, на Западе и в Америке, оно, например, очень сильно основывается на капитализацию, на хедж-фонды, и, собственно, на сегодняшний день понятно, что эта стратегия капитализации современного искусства абсолютно мертвая. Это раздутый мыльный пузырь, который не имеет под собой никакого обоснования. Возьмем ту же формалиновую акулу, да, про которую мы сейчас с тобой в кулуарах разговаривали. Хёрст знают все, и формалиновую акулу. Собственно, современное искусство и академическое искусство – это немножко разные вещи. И ты классную штуку отметил, но для академического искусства не хватает немножко концепции, а для современного искусства очень сильно не хватает академизма и не хватает каких-то прикладных навыков, чтобы оно отражало вообще какую-то суть того искусства. Зачем, мы можем себя спросить, зачем вообще нам нужно искусство? Вот, Федор, как ты думаешь, вообще зачем оно нужно? Вот картина, зачем она нужна? Для красоты. А еще мысли? Ну вот для меня искусство – это форма жизни. То есть вот, ну, художник, он же живет этим, он может получать за это деньги, а может, как многие великие художники, никогда не продав ни одной картине, умерев в нищете, от болезней, забытые, они просто творили, потому что они не могут иначе. Или, допустим, при жизни этого человека называли каким-то там изгоем, значит, а после смерти его капитализировали, потому что это выгодно. То есть это форма жизни, познания реальности. Мы смотрим, неважно, на картину Репина, Васнецова, или на «Черный квадрат» Малевича, или на Сальвадора Дали, Илью Глазунова, или на этого самого там Константина Васильева какого-нибудь, даже на, прости господи, Никаса Сафронова творчества, или там Шилова. И мы в зависимости от собственных предпочтений, уровня компетенции или даже настроения, мы познаем собственную реальность. Допустим, рассматривая у импрессионистов какие-нибудь искусно, значит, вырисованные капли дождя или отражение, блик в зеркале, мы понимаем, что вот это передает не только определенный момент бытия, но и настроение, а настроение связано с определенным временем, а в этом времени происходили какие-то события. Я, допустим, как всегда понимаю, что нужно готовиться к новой схватке с пожирающим человечество капитализмом, а кто-то думает, что пора, может быть, в отпуск, кто-то тревожится о собственной ипотеке, а кто-то озабочен созданием новой стратегии строительства какой-нибудь там супериндустриальной державы, да, то есть у всех вот рождаются вот эти крючки, которые мы цепляем, и мы как альпинисты карабкаемся вперед, в будущее, в будущее, в будущее. Вот, это искусство. А я еще хотел сказать, что между
вот этим современным искусством и академическим, как раз существует полезная поп-культура, которая совмещает в себе элементы профессионализма, то есть академизма, и, скажем так, популярную дерзость так называемого современного искусства. Зачастую это выход. Не всегда. Да, есть над чем поспорить, не всегда. Но иногда лучшее произведение поп-культуры становится классикой, как какой-нибудь там Элвис Пресли или Битлз. Да. Вот. И то, что наших бабушек приводило, может быть, там в восторг или в негодование, сегодня это просто один из пунктов программы какой-нибудь художественной школы классической. Поэтому все меняется, мы постигаем, нам внятно все. Вот современный человек, он вообще обладает колоссальным ресурсом наследия. И в этом обладании, в этом богатстве выбора очень важно уметь выбрать действительно хорошее, полезное и отринуть вредное. Вредного, бессмысленного, злого, плохого, конечно, больше. Это проще производить, это проще продавать. Я с тобой согласна, но немножечко добавлю по поводу современного... Наваливай полную корзину прям сверху. По поводу искусства. Да. Ты подметил такие моменты, то, что каждый чувствует. Вот для меня искусство – это способ жизни эмоций, передачи эмоций, правильно? Я думаю, для многих это так, это вообще способ коммуникации и общения. То есть мы общаемся через искусство. Современное, несовременное, это тоже наш такой язык, диалог современный, вообще искусство – это диалог со зрителем. Художника и зрителя, музыканта и зрителя или слушателя. Да? Это вот любой вид искусства, мы можем его рассмотреть как диалог. Вот современное искусство сейчас непонятно о чем говорит. И, к сожалению, я затрону такой момент. Я, поскольку не ухожу совсем из культуры, и, например, вижу для себя одну из своих таких культурных миссий заняться этикой культуры. У нас практически никто на эту тему не говорит. Я буквально вчера читала «Моральный кодекс строителей коммунизма», который мне очень лег к сердцу, и мне кажется, вообще на него можно основываться как на тезисы. Вот в нашем предыдущем эфире мы с тобой как раз обсуждали тему цензуры и самоцензуры. Вот если взять вот этот моральный кодекс как за какую-то веху, на которую мы можем опираться, я думаю, это может что-то из этого интересное получиться. Да, я думаю, уже получается. Да, уже получается. И моральный кодекс строителей коммунизма можно превратить в спектакль, в фильм, в комикс, кстати говоря, в произведение искусства. Вот соцреализм, это же было великое такое прорывное авангардное направление в свое время. Вообще согласна. Оно на излете Советского Союза воспринималось как бы буднично, как единственно возможный официальный формат. Но наличие соцреализма диалектически помогло вырасти потрясающему советскому андеграунду, тому же русскому року, тем же, андеграундным писателям. Да, возможно, через чрезмерное насилие, но вообще рост, жизнь, развитие – это иногда травматично. Но, тем не менее, нужно было, допустим, я бы был бы советским вождем в то время, я бы, например, культивировал бы все цветы, которые растут у нас, за исключением очевидных сорняков. То, чем как раз подкупает западный капитализм, он как будто бы дает всем расти. На самом деле нет. На самом деле вырываются безжалостно то, что не угодно, подсовываются под видом, допустим, цветов, сорняки. Благородных цветов, откровенные паразиты и сорняки. Борщевик. Да, но вот борщевик, кстати, есть, версия, что борщевик может быть союзником человека, и можно создать, допустим, там всероссийскую концептуальную партию борщевиков. Представляешь, как актуально для искусства? Актуально, очень. Арт-группа такая вот. Поэтому это как раз ты находишься на том моменте, твой выход из визуализации означает штурм культуры. Да. Ты полностью будешь заниматься остальными направлениями, это великолепно. Руководствуясь моральным кодексом строителей коммунизма. Именно. Это же прекрасно. Иногда очень важно сменить оптику. Когда ты находишься внутри, ты видишь однобоко.
А когда ты выходишь из этого, ты начинаешь видеть более обширные какие-то вещи, которые важно увидеть, ты их просто не можешь увидеть изнутри. Именно поэтому мне кажется, что иногда вообще нужно завязать, развернуться и сделать что-то другое. Вот для меня сегодня такой этап, он очень интересный, очень любопытный, потому что, оказывается, в культуре огромное количество отраслей, над которыми практически не идет работа, ну, даже научная деятельность мы возьмем, да, там она не сильно популяризирована, да, там вот художников много, а научных деятелей, которые там исследуют с точки зрения культуру, с точки зрения науки. И таких людей немного, гораздо меньше. А как нужно изучать научно культуру, чтобы что, кстати? Ну, для того, чтобы обрести какую-то почву, да, если мы говорим про этические принципы, для того, чтобы, например, моя задача откопать вот эту этику. Что такое этика куратора, этика художника в современном искусстве, в современных самоорганизованных сообществах культуры? Что это такое? Как она выглядит, с чем ее едят и как ее можно применять на практике? Мне кажется, это очень тема сейчас и актуальная, и интересная, и нужная, потому что ее нету. Этой этики нету. В предыдущие эпохи, мне кажется, подобную функцию выполняла критика. Вот. Критика, которая критиковала литературу, в первую очередь, музыкальная критика, очень развита. Это примерно с конца XVIII века началось, допустим, в Европе и в России. Но довольно быстро критики превратились в своего рода большинство в паразитов, которые накидывались на то или иное произведение искусства или на художника и начинали на этом делать себе имя. Они еще могли быть часто аффилированы кем-то, да, понимаешь, как бы, то есть там вопрос опять капитализации искусства, и критики влияли на это, и поэтому не всегда критика объективна. Но в условиях, допустим, ограничения свобод каких-то, критика, наоборот, была выходом для вольных умов, чтобы на основании, скажем так, оригинального анализа какого-то безопасного, как это представляется, произведения, вывести на обсуждение прорывные идеи. Мы тоже знаем, это было и в Российской империи, в Советском Союзе. Это происходит и сегодня. Заметьте, когда на основании тех или иных каких-то художественных произведений высказываются концепции, далеко выходящие за рамки художественного творчества. То есть здесь тоже важно уметь правильно пользоваться инструментарием. Согласна. Ты говоришь о каком-то таком промышленной постановке новой критики на поток или что? Нет, я скорее говорю о моральном кодексе строителей коммунизма только для культуры. Это примерно то, о чем мы говорили тогда, вот в программе «Цензура и самоцензура». Ты просто дал классную идею, ты сказал, вы же художники, вот и напишите этот кодекс. Вот как бы прям буквально за неделю родилась эта идея уникальная. Но уже есть тезисы? Есть, пока не скажу. Хорошо. Но мне представляется, что для каждой группы художественной будет, значит, сочинен такой кодекс, и они будут пересекаться друг с другом? Или ты Я думаю, базу какую-то сделать, вот прям базовую. Ну, чтобы хотя бы на что-то опираться. Все равно нужно на что-то опираться. Это не говорит о том, что его нужно 100% соблюдать. И, безусловно, у каждого будут свои какие-то критерии. Но какую-то базу, которая работает, ну, скажем так, и для крупного музея, и для мелкого куратора, который делает там маленькую выставку, там небольшую какую-то, и для художника, который занимается своим продвижением собственным. Я думаю, что это может быть какая-то универсальная модель, которую можно будет применить общая ко многим сферам. Имеющегося законодательства и норм недостаточно? Я могу сказать, на сегодня нет. Ведь смотри, для любого кодекса будет необходимо надзорное ведомство. Это не настолько... А иначе не будет работать. Как проверить? Ведь понятно, что любое предписание, оно сильно не только значит, качеством исполнения, но и качеством контроля. Иначе просто многие люди забьют на это дело. Ну, скажут, это не важно. Один раз не важно, потом система уже не исполнения, и самый лучший кодекс, он прекратит работу. Никто не будет следить за тем, как он исполняется.
Ну, это, знаешь, это мы примерно уже перешли в уголовный кодекс какой-то, у меня какая-то такая ассоциация. Не, это не про это именно про духовные и моральные качества. То есть я хочу поисследовать, как искусство влияет на человека, почему важно соблюдать основную цель, да, современного искусства – это социальную значимость для общества. Зачем оно, собственно? Вот, наверное, вот в эту какую-то штуку посмотреть. Не рубить с плеча и говорить «нет, вот только так», потому что иначе мы вызовем бунт протеста несогласия. Это, собственно, когда мы ставим жесткие условия, всегда какое-то сопротивление есть. Или же сам этот этический кодекс становится объектом и субъектом новой культуры. Да. Это же может быть отдельное направление. Да. Культурная этика. Да. Что это за жанр? Это культурная этика. Что это за стиль? Это новая культурная этика. Вот примерно в это как раз мы и смотрим. Я и моя команда деятелей культуры, которые мы двигаемся в эту сторону. Мне кажется, это интересно. Ты знаешь, у меня когда-то был такой перформанс. Одно из последних предметов современного искусства, которые я делала, я принесла преподавателю, у которого я училась, дохлого козла в банке. Знаешь, как аллегорию того, что искусство сдохло, современное. Большая банка? Не, это была 3-литровая банка, реально, как бы там было куски, как козла, закатанные, и как бы... Вот, это вот, радикально. Радикально, зато это, ты знаешь, такой немножко панковский это, безусловно, панковский перформанс. Это большой вопрос, этично или нет, но это может быть в рамках только сверхновой этики. Ну вот, понимаешь, Потому как что бы сам если стиль панк, он был призван вообще разрушить старую этику. Если банка закрыта, не причиняет никому ущерб, то, я думаю, вполне себе этично. А ведь банка, допустим, если ей запулить в голову, она может квалифицироваться как оружие, в зависимости от степени разогрева, холодное или горячее. А я тебе показываю просто, как может работать институт соблюдения этических норм. Тут все что угодно. Вот карандаш, допустим, будет квалифицирован как, опасный предмет. Да, это интересно. Это тоже надо поисследовать. Твой выход из визуального искусства прямо просто вот наглядно показывает, что ты чувствуешь скорость изменения жизни, как будущее, как настоящее и будущее, они схлестываясь, перемалываясь, перекликаясь, разрываясь, оно вот как бы движется вперед. И поэтому комьюнити современное, сообщество, они тоже только расширяются. Вот атомизация общества, она ведь не кем-то особо специально инспирирована. Его те или иные группы, сильные мира сего, поощряют, да, разобщенность, допустим, сегодня, потому что она уже есть. Она обусловлена тем развитием супериндустриального общества, в котором мы все живем. И сегодня действительно мы можем там быть одиночным творцом для самих себя и еще 5 подписчиков. А можем по-прежнему апеллировать к миллионам. Вот как получится, кому как нравится, кому что нужно. Но мы все равно ниши. И получится, что и тот, кто апеллирует к 5 человекам, и тот, кто общается с миллионами, они все равно относятся к всего лишь разным сотам вот этого социума. Унификация, она, по сути дела, невозможна. А есть же другие системы, которые изначально создавались как унифицированные. Это религии, да? Это определенные государственные системы, тот же безобразный капитализм, он претендует на универсальность, коммунизм тоже претендует на универсальность. Но вот чему нас учит опыт религий. Религии ведь они, жалея людей, любя людей, зачастую не предоставляли право выбора в серьезных вещах. Они говорили, вот это вот хорошо, это плохо, за это ты, получишь благосклонность богов, а за это ты попадешь в ад в разных модификациях. И все равно люди
в любой момент исторически все это дело нарушали, пытались это избегнуть. Уголовный кодекс ты упомянула. Там же четко написано, что если ты будешь так делать, тебя посадят на столько-то, если так на столько-то, а где-то еще смертная казнь есть. Вот. И где есть смертная казнь, там не уменьшается количество тех, кто пытается, совершая преступление, ее избегнуть. Каждый преступник думает, что ему повезет. Вот. И знаешь, я, размышляя над этим, пришел к такому выводу, что одни из самых отвратительных преступников – это мошенники. Потому что человек, который идет на какое-то серьезное преступление, вот такое, которое предусматривает серьезное наказание, там, может быть, даже лишение жизни, он может быть, оно может, там, допустим, крупнейшее ограбление какое-то, вот, там, или там, вот. Но он ставит на одну чашу весов абсолютное лишение себя свободы и жизни, а другое там, безусловно, такое скотское обогащение. Это такой отрицательный героизм даже. Но когда человек приходит к решению обмануть какое-то количество людей, поиметь относительно немного денег, и ради этого, ради маленького такого вонючего буржуазного гешефта он готов расстаться со священной свободой, готов быть помещен в абсолютно нечеловеческие условия, вот это, я считаю, отвратительным самым. Вообще, вот то, что человек готов ради какого-то количества презренных бумажек расстаться с самым священным даром, это свободой. Да. Вот, потому что и продолжать там влачить какое-то, или там, допустим, какие-то еще отвратительные преступления, потенциальная прибыль от которых несовместима с потерей свободы. Это же культурный феномен тоже. Это тоже культурный феномен. То есть просто так говорить, значит, делай так, будет тебе хорошо, делай так плохо, это не работает. Не работает на протяжении тысяч лет. Почему? Разберемся, ведь как однажды Ницше пошутил, что вот, он же был критиком христианства, он жил в эпоху, когда просвещенные люди считали, что только, значит, естественные науки, нигилизм, понимаемый как преобладание естественно-научного мировоззрения, и атеизм как идеология, они представлялись единственным путем будущего. Он говорил, вы знаете, истинно верующий человек должен обязательно уйти в монастырь. Но он говорил именно об этом, потому что, как же так, вам же написано, а вы все равно нарушаете. Но по поводу культурного феномена, ты знаешь, что, например, очень многие современное искусство считают вообще не искусством, а культурным феноменом. Культурным шоком. Да, культурным что шлаком. да, вот именно шлаком, потому что его как бы отнести вообще к искусству очень тяжело. Там даже непонятно, за какой критерий-то схватиться. Вот как раз я и об этом. Понятно, что какие-то прописанные истины не все будут соблюдать, но мы можем хотя бы в эту сторону посмотреть и подумать. Мы не обязаны навязывать свое мнение, но мы можем просто подумать в сторону этики. Тем более, что сейчас идет рождение нового современного искусства. И вообще для меня, мне кажется, что Россия является родоначальником вот этого процесса, где рождается новое современное искусство. Как ни крути, мне кажется, сейчас вообще российское искусство лучшее, оно и всегда было, в принципе, лучшим. Я смотрю там международные ярмарки и выставки современного искусства, и то, что у нас выставляют, но это в разы качественнее и лучше, несмотря на то, что оно терпит огромную метаморфозу и кризис. Отсюда закон запиши в свой. Значит, искусство может быть современным при условии, что оно российское. Согласна. Все. Остальное в топку. Да, я согласна. Ты понимаешь на щит именно воспитательную функцию искусства обязательно? Не просто украшение, не просто коммуникативные функции, а именно воспитание в смысле улучшения человека. Безусловно. Это и есть одна из культурологических важных, зачем оно искусство. То есть мы через искусство меняем сознание, меняем свои какие-то ощущения, что-то понимаем, да.
Ну, например, мы с сыном ходили в Пушкинский, буквально недавно, прям в Пушкинский музей, и я ему рассказывала, как рождались авангардисты. Вот прям показывала на примере, там, раз, два, три, вот смотри, вот здесь вот эта эпоха, вот это, а здесь уже вот пошли авангардисты. Для него это было интересно. И он видел, как менялась эпоха историческая через культуру, через визуальные образы. Ему 7 лет, но он вот пытается такими способами понять уже исторические процессы в мире. И мне кажется, искусство как раз этим и должно обладать. Оно должно доносить определенные смыслы. Если в искусстве нет смысла, то в нем вообще, ну, зачем оно нужно? Это правда. И таким образом мы возвращаемся к огню истинной традиции, вот, которая не была никогда никем изначально прописана, директивно введена, она просто была, потому что это вот тот огонь творческий, священный, можно назвать его, естественно, природным, который движет людьми. И вот первое произведение искусства, наскальная живопись, которая отражала события того быта, охоту на какого-нибудь мамонта, какие-то ритуалы, важные события для того человека, это ведь наполнено максимальное наполнение смыслом. Это то, что очень важно. По сути дела, и ведь абстрактное искусство 20 века, допустим, оно тоже отражало определенные события или настроения. Это вот плохая критика учит к нему относиться, скажем, как к элементу декорации. И маркетинг потом. Купите абстракционист, он так классно будет смотреться в вашей гостиной или в офисе. Какие формы. А человек, может быть, таким образом передавал боль, ужас, радость. Мы можем Кандинского вспомнить, который музыку писал через свою абстракцию. Вот, допустим, панк-движение, зародившееся, оно ведь взяло на вооружение маркетинговые тоже формы, оно взяло на вооружение какой-то эпатаж, но каков был месседж? Действительно, старый мир в очередной раз ломался, происходили тектонические сломы, здания прошлого рушились на голову людей, и панк-стиль, он помогал тем, кто оказался в эпицентре, не погибнуть, а на волне, может быть, шутливо, эпатажно прыгнуть в следующую эпоху. И потом этих деятелей награждала орденами английская королева, которую они ненавидели в песнях. Да? Потом их признавали, их мелодии сегодня наигрывают тоже в музыкальной школе. Это те, кто выжил, вот, те, кто там, значит, у кого хватило мозгов и здоровья, там не кончится в этой буре, они стали уважаемыми людьми и новыми классиками. И так происходит постоянно. А классическая русская литература, она тоже в определенный момент, в момент своего рождения, возбуждала умы, об нее ломали копья, люди готовы были драться, как вот в фильме «Бакенбарды», кажется, да, где, значит, банда пушкинистов и банда Мцири, они сражались на тростях или на чем-то, на шпагах, вдохновленной классикой. А я считаю, нужно вернуть классике вот этот огонь. Я согласна. Ее нужно пересмотреть, переформатировать и сделать ее более современной, как раз и более интересной. Потому что, ну, классика – это вообще база, это основа. Это что-то такое незыблемое, нетленное. Ее можно пересмотреть. Не зря же у нас даже идет сейчас какое-то небольшое, но оно есть, культурное возрождение наших каких-то вещей. Там «Три богатыря», «Колобок», ну и прочие какие-то визуальные образы. Я, например, знаю художника, который делает колобки. Колобки. А ты смотрела «Колобок»? Нашумевший, еще нет пока. Я прям вот днями хочу сходить, обязательно посмотреть. Нашумевший и скандальный. Поэтому, если смотрел, не давай мне спойлера, схожу. Я не смотрел еще. Мне трейлер не понравился. Я думаю, я несколько ошарашен трейлером. Да? Да, я ожидал немного другого. Потому что я фанат «Колобка», я рассказывал, у меня есть теория «Колобка» своя. Колобок как герой. Такой вот героический герой, на самом деле, былинный, он присутствует во многих произведениях русского рока. Я сам иногда у меня этот «Колобок» тоже действует в моих произведениях. Трейлер, он очень отличается от моего понимания «Колобка». Может быть, это просто плохой трейлер. Может быть, он создан для той как бы категории зрителей, которым «Колобок» — это просто веселый хлеб говорящий. Я не знаю. Но пока нет.
Ну, я, видишь, у меня такая часто исследовательская позиция, даже если мне не нравится трейлер, даже если мне не нравится, но это что-то интересное в культурном поле, я обязательно схожу. То есть для меня важно исследовать процессы, смотреть, щупать, быть в гуще событий, так сказать. Поэтому на Колобка точно пойду. Прекрасно. Итак, классика, которая постоянно обновляется, как птица Феникс, но снова не исчезает. То есть, как был в основе мировой классики, в том числе русской, Гомер, так он остается. И смотри, вот популярный фильм Ноланда сегодня, «Одиссей», он эту классику, а до этого Троя тоже. Да. Это все, значит, возвращает нам в обиход, люди перечитывают, открывают новые смыслы. Так и происходит и с Пушкиным, с Достоевским, с нашим любимым Маяковским. Правда, Маяковского до сих пор многие не признают. Вот он настолько силен, он настолько огненный, что еще вот до сих пор он это самое вызывает. Тем более сегодняшние эти самые фарисеи, вот, они создали много новых законов, которые придают классическим произведениям новый динамизм. Оказывается, там много чего-то запрещенного или там не совсем разрешенного. Это, конечно, пробуждает интерес даже у тех, еще больше посмотреть, почитать. Кто без этого бы даже не обратил внимания, там, потому что вот некоторым классика, она навевает скуку, такое это вот дефекты и побочки воспитания школьного, в том числе, пичкают когда. Я вот постоянно возмущаюсь, с детства возмущаюсь методикой преподавания литературы в школах. Обсуждается все, что угодно, кроме самого главного. Самое главное, ну вот книга, да, любая, неважно, ее надо прочитать, конечно же. Понятно, что особо толстые произведения вряд ли люди прочитают, им надо рассказать сюжет, но вот, на мой взгляд, самое важное — это в них то, что идет от автора. То есть вот понять «Севастопольский рассказ», «Войну и мир» Толстого, да, тут же, ну, вот, Анна Каренина, она не входит, по-моему, в школьную программу, не входит, по-моему. Понять в отрыве от личности автора невозможно, от его эволюции жизни. Те же самые произведения Пушкина, сказки Пушкина, они все завязаны на личность автора и на контекст эпохи. Это дается минимум. Предлагается что? Предлагается, как вот в Древнем Египте буквально то же самое, что было в схоластических школах Средневековья, определенные вот этот вот катехизис, определенные правила, которые просто надо тупо заучить, в соответствии с ними написать сочинение, будет тебе 5 или там сколько-то баллов. А дети, которые дерзают что-то помыслить свое, они наоборот, им занижают оценку, потому что они вот это все вот как бы привнесенное, выдуманное кем-то не воспринимают. Это, я считаю, порочная практика. Это отбивает у миллионов детей вообще желание читать. Да. Это так рождаются нигилисты. Как вот классические русские нигилисты. Они были замучены Нарзаном официальной, значит, образовательной программы, там бездарными попами, этими преподавателями, которые просто отбывали часы. Не правда ли похоже? Похоже. И они ушли в нигилизм, а нигилизм — это не отрицание всего, а это радикальный уход в сферу естественных наук. Они буквально переставали интересоваться человеком и начинали разбирать бабочку подробно, жуку. Примерно понимая, как все устроено, они переносили вот эту схему жука на человеческое общество. Конечно же, не все совпадает далеко, и это порождало дополнительные проблемы. Поэтому многие блестящие революции не удались, многие великие идеи затухли, потому что не все, что есть в жуке и человеческом обществе, совпадает. Согласна. И вот сегодня, раз, допустим, ты вышла из визуализации, мы постоянно говорим о будущем. Нужно менять методику, прежде всего, преподавания, воспитания, обучения детей, потому что дети — будущее. Они плоть и кровь будущего, а не им жить. Но если они старые нарративы как бы будут воспроизводить, то вот эти все исторические катастрофы будут продолжаться. Мы можем сколько угодно говорить, какой ужас, как же так, учите историю. Но история ведь, она просто говорит о том, что было. А почему, как, это уже другой вопрос. Вопрос трактовки истории и литературы.
Да. То же самое вопросы техники. То же самое и к искусству. Если мы будем на старых нарративах ехать, ни к чему хорошему мы не приедем. Вот не на тех исконных нарративах нашей российской культуры, а именно на тех нарративах, которые там последние 30 лет нам влили, и они, конечно, к современному искусству, вообще к искусству не имеют никакого отношения. Поэтому и надо что-то менять. Собственно, и выходить из визуализации, менять оптику и как-то по-другому там, и вести научную деятельность. Это же тоже про будущее. Ведь любая научная статья, ее потом читают твои последователи, там, что-то понимают, как-то по-новому интерпретируют. Поэтому я думаю, что это один из путей. А на твой взгляд, истинная наука – это один из столпов культуры человека? Принято ведь разделять даже такое наука и культура. А разве это не одно и то же? Я говорю сейчас про науку, там, про философию, про культурологию, про искусствоведение. Это то, что колоссально недооценено сегодня. Да. Во всяком случае, это касается философии. Потому что вот искусствоведение, культурология – это еще конвертируемо на рынке. Философ, человек с дипломом философа, он выглядит странно. Ты наверняка замечала. Ты знаешь, я когда... Нигде не требуются философы. Я когда поступила на философский, я его не закончила, но я поступила и отучилась там какое-то время. На меня смотрели все очень странно. Родственники говорили: зачем тебе быть философом? Что это такое? Зачем? У многих был невольный шок. Это еще был там 2010 год. Но, тем не менее, да, действительно, философы нигде не требуются. И это, мне кажется, такая профессия, которая, она как дополнительная к какой-либо. То есть она меняет твое сознание, меняет твой образ мышления, тебя как каким-то другим немножечко делает, твою оптику меняет. И поэтому ты начинаешь видеть как-то по-другому. Вот как, например, как чисто философа я себя не вижу, но с каким-то философским подтекстом мышления, безусловно, вот мы говорили про Гомера, да, я вспомнила, как я в институте читала «Илиады», и недавно тут взяла, открыла, начала читать снова. Думаю, интересно, как я сейчас это восприму. Но ведь философия охватывает абсолютно все. Вот да? Истинная философия. Да, то, что все философов, сферы. Они в свое время, в лучшие для философов времена, и во времена расцвета античной философии, и в эпоху Возрождения, и даже марксизм — это в первую очередь философия, которая владела миром, всем, не половиной, а всем. Безусловно. В определенный период в Соединенных Штатах там половина всех участников активных экономики, политики, культуры, искусства были коммунистами и марксистами. Угу. И сегодня марксизм вновь обретает второе или третье дыхание. Так вот, философы, им внятно все. Их оттеснили. Действительно, выхолощенная философия, превращенная в предмет, а это универсум, если философия предмет, то действительно это по сути дела некое подобие, даже это хуже, чем маркетология, это как бы изучение написания вывесок, вот, и краткого содержания продукта. А философия, она зрит в корень, она рассказывает, зачем, что почему, нужно. Да, зачем, почему. Все, что угодно. От межличностных и половых отношений до, значит, вопросов там, высших технологий. Вот, и, значит, и устройство государства. Да, она включает в себя, философия, она включает в себя все науки, а изначально она породила все. Каждый древний ученый был обязательно философом, а потом еще кем-то. Да. Вот. Я как раз об этом и говорю, что философия, она как бы дополняет любую профессию, она расширяет. Но это, естественно, при гуманитарном складе мышления, наверное, математикам не очень она понравится, я думаю, каким-то таким и информатикам. Я думаю, она просто не зайдет, эта наука. Но в целом, да, ты прав абсолютно, что она охватывает все сферы жизни. Все. И как раз она и учит, понимаешь, искать смысл вообще, ну, как бы, а зачем? Вот этот вот классный вопрос, а зачем? А для чего мы это делаем? А что мы хотим? Потому что без ответа на этот вопрос вообще невозможно жить. Ну, можно, конечно, прикинуться шлангом. Вот, если ты надолго прикинуться шлангом, произойдет, скажем так, полная деградация. Вот. Да. А в принципе, вот и сейчас такой момент, когда человек, он постоянно задумывается, зачем все это нужно, зачем обычный
трудяга, он приносит ежедневные жертвы Молоху, ради чего, если он потом просто исчезнет. Или там, а вот зачем человек пошел на какой-то фильм, отдал несколько сотен рублей, а зачем это было? Вот. Да, Или человек для чего? снимал, да, вот ты представляешь, режиссер какой-нибудь, актер, он там десятилетиями что-то снимает, потом оказывается, что это было пустышкой. Что ему делать? Вот. Жить паразитом или, значит, загрустить сильно очень? Ну, ты знаешь, всегда можно переосмыслить. Вот то же самое, например, у меня произошло с искусством, да? А зачем? А зачем я это делаю? А что я могу из этого сделать? Я такая, так я могу людям это раздать. Искусство народу, искусство в массы. Просто, ну, как бы, а зачем? Искусство Если оно, дарения. да, если оно лежит храниться, надо в массы отдавать. Какие, с твоей точки зрения, могут быть перспективные направления науки и техники, которые помогут новым формам искусства именно раскрыться? Не секрет же, что многие, в том числе даже литература, она сегодня завязана на технику. Это не только искусственный интеллект, это просто как бы формат творчества. А вот что-то помогает раскрываться и достигать новых уровней, а что-то, наоборот, убивает живое искусство, живую культуру. Вот у тебя есть уже такой вот метод разграничения? Ты знаешь, пока его нету, я даже не могу сказать, как я к ИИ отношусь однозначно. У меня нету однозначного ответа. С одной стороны, как бы я вижу, как это можно улучшить, оптимизировать и сделать круче. С другой стороны, можно вот эту вот душу потерять чуть-чуть. Вот как бы кусочек души остается в машине. И это тоже такой интересный момент. Поэтому у меня нету однозначного ответа. Как бы мы все равно идем в ногу с прогрессом. И как бы мы с тобой тут не рассуждали, а вот это поможет, а вот это не поможет, все равно оно пришло уже. Уже век цифровых технологий он настал. И мы от него уже не можем спрятаться. И изменить как-то внедрение каких-то инструментов мы тоже не можем. Но то, что предшествовало этому, оно не исчезает никуда. Согласна. Вот, нельзя отказываться, выкидывать, думать, что все время прошло этого чего-то. Это знаешь, вот я к тебе пришла, у меня ручка и тетрадка. Я не с телефоном, с записками. Я до сих пор, как я себя называю, немножко старовер. И как бы пишу ручкой в тетрадке. Для меня это важно. Это сохраняет мои там какие-то когнитивные способности, когда ты делаешь действия, как в школе научили. Да, это поддерживает тонус, это развивает, безусловно. Ведь вот эти вот как раз упражнения школьные, они не просто так придуманы. Это как 100%. раз позитивная сторона старой школы, которые развивали моторику. А моторика — это и мышление, это больше динамизм. И благодаря вот этим упражнениям старорежимным мы как раз и сегодня можем, в общем, конкурировать на всех видах рынка наравне даже с искусственным интеллектом. Согласна. Поэтому все должно быть органично. Органичность и свобода самосовершенствования должны быть записаны в твоем этическом кодексе строителя. Обязательно. Я себе уже там пометки сделаю после нашего эфира. Вообще, я считаю, коммунизм — это тоже искусство и культура, поскольку это абсолютно иная, здоровая альтернатива человеческих отношений. Это ответ на вопрос «зачем?» в глобальном понимании, потому что капитализм не дает ответа, или если он ответит честно, это вообще никому не понравится. Вот. Даже сильным мира сего. И это действительно огромная эстетика, универсальная эстетика, которая предлагает совершенно иные ходы, иные решения в пользу человека, для человека, которые и здесь именно на этом пути человек совершенствуется и достигает, значит, новых уровней могущества во Вселенной. Но это ты, конечно, классно завернул, как русский космизм, прям практически. Русский космизм — это этап. Кстати, русский космизм — это ведь, по сути, свое преодоление нигилизма. Нигилизм преодолевался по-разному. Кто-то уходил в
богословие буквально, как Бердяев. Да. Да. А кто-то, значит, создавал свои новые такие оригинальные теории, как Ницше, который тоже писал о преодолении нигилизма. А кто-то уходил в чистую науку, а чистая наука могла привести к созданию, значит, атомной электростанции, которая дает свет и тепло миллионам людей, а могло привести параллельно к созданию атомной бомбы, которая эти миллионы людей убивала. Вот это вся диалектика. То есть и тут же каждый раз возникает вопрос, зачем? Вот. Вот это самый важный вопрос. А зачем? А все для того, чтобы Анжела Аганина принесла в нашу студию сегодня жизнь. Картину жизни. Картина жизни тоже отличное выражение. Картина жизнь, да. Ручная работа, совмещение техник, наличник, которому много лет. Вот она, живая традиция. Вот мы очень прям мало сейчас почему-то вспоминаем вот эти вот бытовые, вроде, казалось бы, обычные бытовые вещи, наличники, рушники. Да, ну, вот кто сейчас вышивает рушники? И практически никто. А мне кажется, это была такая медитация, действие в российской культуре, да, там, то есть, когда сидела женщина, вышивала этот рушник. Это была такая трансформационная практика и для психики, и для сознания. Мы забыли про эти практики, какие-то медитации, йоги странные. Вот рушник надо сесть повышивать. Вот оно, истинное возвращение, которое звучит как революционный лозунг. Корням. Возвращение к корням, да. И к жизни. Ну что же, на этой абсолютно важной, я вот сейчас без шуток говорю, важнейшей ноте, которая акцентирует внимание наших зрителей и слушателей на корнях, корни, они продолжать, несмотря на то, что, может быть, ствол спилен, обрушился ураганом, а корни живут, они прорастают дальше в почву, они натыкаются на асфальт, и пробивают его. И жизнь продолжается в любых условиях. Вот это нужно знать. Жизнь, она сама себе ответ на вопрос «зачем?». Вот все, что убивает, все, что делает нас слабее, все, что нас отменяет, это убивает жизнь, отменяет жизнь. И вот отрицательные вещи, зло имеет колоссальный список ответов. Зачем ты это делаешь? А для того, чтобы, а это потому что. А жизнь, она просто есть. Вот жизнь говорит «да». Затем, потому что мы есть. Мы можем, мы должны. Мы вольны это делать. Жизнь, свобода, солнце. Кстати, мы записываем эфир в день, когда произошло частичное солнечное затмение. Это тоже символично. И мы видели его. Это очень красиво. Это очень символично. Вообще символы не правят миром, но символы, это, если их правильно уметь читать, они просто поясняют, акцентируют внимание на мелочах. А, как известно, мелочи очень важны. Согласна. Мелочи всегда важны. Да. Ну что же, Анжела, огромное спасибо тебе. Тебе, Федор, и спасибо. за дар жизни, и за эфир. Тебе тоже. Деятель деятель российской культуры Анжела Аганина в программе «Работа с Федором Бирюковым». Спасибо вам за внимание, всем зрителям, слушателям. До новых встреч. Работаем вместе.